Пришельцы Индиго. Одним из наиболее ярких проявлений новой реальности является феномен «Дети Индиго», который подробно описан в одноименной книге Ли Кэрролл и Джен Таубер. Этот термин был введен ясновидящей Нэнси Энтеп. Она занималась исследованием взаимосвязи между характером человека и цветом его ауры. В начале 70-х годов 20-го столетия Нэнси Теп столкнулась с необычным явлением. На свет стали появляться дети нового типа с ранее не встречавшимся цветом ауры индиго, сине-фиолетовой. По характеру дети индиго также выделялись из остальной массы людей. Основная их особенность — гиперактивность и дефицит внимания. Не могут усидеть на одном месте, если дело не представляет для них личный интерес. Хотя не обязательно все дети с такими признаками индиго, и наоборот, все они разные. Объединяет их врожденное чувство собственного достоинства и стремление к независимости. Индиго знают себе цену и как будто уверены в том, что заслужили быть здесь, в этой жизни. Вот они какие. Эти дети удивляют взрослых своей разумностью. У них не по возрасту развита осознанность и трезвый взгляд на мир. Они не расположены преклоняться перед общепризнанными авторитетами. Индиго не приемлют консерватизм. Им кажется очевидным, что некоторые вещи надо делать совсем по-другому, в то время как остальные люди привычно следуют общепринятым нормам и правилам. Их нельзя назвать покладистыми детьми. С точки зрения воспитания можно сказать, что они неуправляемые. Они сами себе на уме. В некоторой степени это свойственно каждому новому поколению. Однако поколение индиго выделяется своей особой новизной. На протяжении тысячелетий смена поколений проходила равномерно и даже размеренно. Но в последнее время наблюдается какой-то ускоренный процесс обновления поколений, каждое следующее все более радикально отличается от предыдущего. У индиго уже появились свои дети, которые по характерным признакам превзошли самих родителей. Что же происходит? Процесс революционного обновления человеческого сознания не может идти сам по себе, без особых причин. Как известно, в природе и обществе все стремится к равновесию. Значит, обновление сознания идет в противовес какому-то другому процессу. Нетрудно понять, что за процесс. В последние десятилетия одновременно с развитием структуры информации и телекоммуникаций сформировалась мощная сеть маятников, прочно опутавших всю Землю. Научно-технический прогресс в целом не так страшен, как его информационная составляющая, которая создает благодатную почву для зарождения и существования маятников. Чем больше группа приверженцев, мыслящих в одном направлении, тем сильнее маятник, а следовательно и его власть над людьми. Для того, чтобы получить контроль над сознанием значительного количества людей, вовсе не обязательно сажать их в колбы с присосками, как в известном фильме «Матрица». Вполне достаточно построить всеобъемлющую информационную сеть, и тогда люди сами автоматически займут места в ее ячейках. А что представляет собой человек в информационной ячейке? Это так называемый социальный элемент, сознание которого в основном обусловлено его положением в структуре, в самом деле напоминающей матрицу. Структура незаметна, но цепко обволакивает каждого члена определенным набором стереотипов мышления и поведения. Человеку кажется, что он действует свободно, по своей воле. На самом же деле он понятия не имеет о свободе, потому что конфигурация его воли сформирована структурой. Человек играет по отведенной ему воле в навязанную игру. Казалось бы, каждый волен делать все, что хочет. Такова декларированная свобода. Вот только хотеть каждый может лишь то, что сообразуется с интересами структуры. Структура учит хотеть то, что надо. Вот об этом процессе закрепощения воли, намерения и идет речь. Процесс этот по своей природе является синергетическим, то есть самоорганизующимся, поскольку сами маятники осознанным намерением не обладают. Все происходит само собой, как при образовании кристаллов льда в процессе замерзания. Сеть маятников, наподобие колонии паразитических растений, опутывает всю биосферу Земли. Страшно? Или, может, смешно? Это кому как больше нравится. Каждый волен беззаботно отнести
Все эти рассуждения к области фантастики. И все же, когда повседневная действительность предстает в незнакомом обличии, ее жесткий реализм превосходит самые смелые фантазии. Но вернемся к нашим деткам. Тенденция закрепощения воли порождает ответную реакцию – появление детей с врожденным стремлением к независимости. Это естественный природный процесс. Так проявляется действие равновесных сил в ответ на разрастание сети маятников. С одной стороны, маятники пытаются упорядочить мир, загнать людей в структуру наподобие матрицы. С другой, индиго уравновешивают засилье маятников, словно выполняя таким образом предначертанную миссию. Поведение детей направлено на разрушение упорядоченности. Зажатые в рамки стереотипов и обусловленности, они стремятся вырваться на свободу. Все дети, а индиго в особенности, очень чувствительны к избыточным потенциалам. Например, любая фальшь сразу распознается. Когда перед ними заискивают, они начинают дерзить. Стоит их перехвалить, они начинают капризничать. Любая упорядоченность создает поляризацию, которую дети стремятся тут же разрушить. «Не буду спать. Не хочу кашку. Я сам». Склонность к непослушанию и озорству у детей проявляется не из вредности, а в результате естественного желания освободиться от внешнего управления. Иногда может казаться, что дети делают какие-то вещи назло. В таких случаях они действуют неосознанно, ненамеренно. Они не планируют и не замышляют свое вызывающее поведение. Это получается естественно, само собой. Так проявляется действие равновесных сил в ответ на упорядоченность, в которую взрослые стараются втиснуть своих детей. Стремление индиго к независимости сказывается и на отношении к религии. Новые дети с трудом могут принять современную церковь, пишут в своей книге Ли Кэрролл и Джен Таубер. Индиго приходят в этот мир с обостренным чувством самоуважения и непоколебимой уверенностью, что они являются детьми Бога. Нужны ли им в таком случае посредники для общения с Богом? Едва ли. Дети индиго больше руководствуются голосом сердца, чем разума. Взрослые считают, что делают хорошо, когда поступают правильно. Дети придерживаются мнения, что главное все делать от души, с любовью, а вовсе не так, как считается правильным. А что если когда-то, в прошлых жизнях, ваши дети были вашими родителями? А теперь вы поменялись местами. И эти древние души опять продолжают вас учить, преподавая вам много мудрых уроков. Разумность детей индиго является следствием их повышенной осознанности. Они отдают себе отчет, что вокруг происходит и кто есть кто. Осознанность обостряется, когда фокус внимания направлен к себе, а не во внешний мир. Ведь если человек полностью поглощен заботами, навязанными ему извне, он с головой погружается в бессознательную игру. Осознанность индиго противостоит тенденции усыпления сознания людей в сетях маятников. Все дети с рождения отличаются яркой индивидуальностью. В раннем детстве они очень красивы и обаятельны. Секрет привлекательности детей заключается в гармоничном единстве души и разума. Они принимают себя такими, как есть, а потому изначальная душевная красота не искажается ложными масками разума. Почему же по мере взросления у этих прекрасных созданий проявляются некоторые неприятные черты и слабые стороны? Ведь они дети Бога, а потому красивы и могущественны, как сам Бог, несмотря на беспомощность раннего возраста. Они изначально обладают силой Творца, способной создавать новую реальность. Но способности детей Бога не успевают раскрыться и реализоваться, потому что маятники лишают их божественной силы единства души и разума. Дети приходят в этот мир и доверчиво смотрят на него своими широко раскрытыми глазами-бусинками. Жизнь им представляется многообещающей и полной надежд. Но в мире правят маятники, действующие по принципу «разделяй и властвуй». Маятники объединяют помыслы и устремления людей, разрушая при этом уникальность и целостность личности. Отделение и отчуждение разума от души приводит к утрате божественной красоты и силы. Со временем происходит крушение маленьких и больших надежд. У одних этот процесс проходит неспешно и безболезненно, у других, кому меньше повезло, быстро и жестко. Если взглянуть в глаза детей из детдома,
то можно увидеть там одновременно две, казалось бы, несовместимые вещи: надежду и отчаяние. В этих глазах как будто застыл вопрос: но неужели мир маятников постоянно указывает детям на их уязвимость и несовершенство? Сначала в их сознании зарождается недоверие, а потом и страх, который вживается так прочно, что становится привычным. Но просто испугаться и убежать нельзя, надо как-то выживать в этой агрессивной среде. Находясь под мощным влиянием структуры, дети Бога вынуждены становиться ее элементами. С возрастом дети начинают опасаться быть не такими, как все, потому что те, которые как все, могут их заклевать, что часто и происходит. В толпе безопасней. А если ты стоишь вне толпы, то можешь стать изгоем. Вот так постепенно дети утрачивают дары, данные им от рождения: независимость, осознанность, интуицию, индивидуальность. Все эти качества в наибольшей степени присущи детям индиго. Но для структуры это смерти подобно, а потому процесс закрепощения воли будет идти и дальше по нарастающей. Кто победит в этой битве, неизвестно. Для нас важно одно: пока окончательную победу не одержала структура, необходимо сейчас, в этой жизни, вернуть хоть частицу силы, данной нам Богом. И трансерфинг нам в этом поможет. А вы, дорогой читатель, случайно не индиго. Впрочем, это не имеет значения. Все мы, по своей сути, одинаково либо взрослые дети, либо взрослые дети.